Гигантский подводный монстр, против которого бессильна даже прочнейшая броня. В его арсенале самые передовые средства обнаружения добычи, которые дополняются агрессивностью и невероятной прожорливостью, что делает этого хищника одним из самых опасных обитателей океана. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – невероятно свирепая тигровая акула. Не забывайте подписываться на канал в Яндекс.Дзене, ссылка будет в описании. Тигровая акула не самая крупная среди себе подобных, но ее размеры действительно впечатляют. Длина отдельных самок превышает 5 метров, а масса при среднем значении в 500 кг может приближаться к 1,5 тоннам. Характерные полосы маскируют акулу от более крупных хищников, но по мере взросления при достижении 2-метровой длины опасность быть съеденной уменьшается, и полосы становятся все более тусклыми. В основном тигровые акулы обитают в тропических и субтропических водах мира, превосходно чувствуя себя как на глубине до 900 метров, так и в прибрежных водах и даже в устьях рек. Это настоящие кочевники, которые готовы проплывать сотни и даже тысячи километров, ведь они лучше других знают, где искать добычу в любое время года. Обычно хищница неспешно патрулирует территорию, но при обнаружении добычи охотничьи инстинкты мгновенно приводят ее в боевую готовность. Голова, а точнее рыло акулы, усеяна множеством расширенных пор. Это рецепторы, получившие название ампулы Лоренцини. Они способны уловить малейшие изменения электрического поля, что помогает обнаружить даже замаскированную в траве или мутной воде добычу. Однако многие морские обитатели, в том числе огромные черепахи, вынуждены каждые несколько минут подниматься за порцией свежего кислорода, и это становится идеальным временем для атаки. Перед нападением акула запрокидывает голову назад, прижимаясь к цели нижней челюстью, после чего обрушивает на броню соперника верхнюю. Сила укуса достигает 3 тонн на квадратный сантиметр, поэтому даже сверхпрочные панцири в сантиметр толщиной разлетаются на куски, словно яичная скорлупа. Хотя акула не привыкла терять зубы понапрасну, поэтому обычно 100-килограммовые пресмыкающиеся просто выедаются из своей защиты. Огромные глаза наделяют акулу первоклассным зрением, а отражающий слой позади сетчатки делает охоту в темное время еще более эффективной. Помимо черепах, излюбленным лакомством взрослых акул становятся скаты, которые не имеют никакой защиты против гигантской пасти. Не меньшим вниманием пользуются тюлени, но это невероятно искусные, ловкие и гибкие пловцы, которые способны уходить прямо из-под носа огромного охотника. В борьбе за жизнь они показывают настоящие чудеса маневров. Акула никогда не бросает своей цели, но при затяжной погоне ей приходится делать выбор в пользу более простой добычи. Даже такие бдительные, быстрые и умные создания, как дельфины, нередко страдают от нападений тигровых акул. Действенная маскировка позволяет остаться незамеченной при приближении к стае. В большинстве случаев дельфинам удается пережить нападение, но часто даже единственный укус становится фатальным. В сравнении с родственниками зубы тигровой акулы уникальны. В длину они редко превышают 3 сантиметра, но имеют множество зазубрин, что вместе с наклоном вовнутрь и сильными мышцами челюстей становится самым опасным оружием, которое к тому же постоянно обновляется. За всю жизнь, а это около 30 лет, акула меняет более 20 тысяч зубов. Тигровая акула не упускает возможности нападать и на дальних родственников. При этом особым спросом пользуются раненые или попавшие в ловушку особи. Например, как эта акула-молот, которая клюнула на наживку рыболова. Добыча таких размеров не может остаться без внимания, поэтому голодная охотница жадно впивается в мишень, без особых усилий обрывая леску. Затем, неспешно оценивая ситуацию, она готовится к решающей атаке.
Наконец, как следует захватив цель, тигровая акула покидает поле зрения посторонних наблюдателей. Даже птицы, которые кажутся вне досягаемости грозных хищников, серьезно страдают от акул. Взросление птенцов черноногих альбатросов ежегодно предвещает настоящий пир, и множество акул проплывают сотни километров, чтобы в июне оказаться на мелководье вблизи уже знакомых островов. Обладателям двухметрового размаха крыльев не так просто научиться летать, поэтому каждая вынужденная посадка на воду может обернуться неминуемой гибелью. Однако не всегда удается проглотить такую добычу с первой попытки. Попавшая в ловушку птица пытается отчаянно дать отпор, но даже в случае промаха шансов уйти от смертоносных челюстей практически нет. Свирепая охотница всегда добивается своего. В целом, тигровых акул называют мусорщиками, ведь помимо живых целей они поедают все, что кажется им съедобным, включая не только падаль, но и бутылки, консервные банки, автомобильные шины и многое-многое другое. Тигровая акула способна распознать одну каплю крови, растворенную в миллионе капель воды. Невероятное обоняние помогает ей находить раненых рыб на расстоянии километра и даже больше, когда речь идет о действительно крупной цели. Туши китов привлекают всех акул в округе, и тигровые охотники среди первых прибывают на место пира. Яростными движениями головы они буквально отпиливают огромные куски плоти. За одну трапезу голодная акула может поправиться на 1/10 часть от своего текущего веса. И, конечно же, тигровые акулы являются одними из самых опасных для человека, ведь они становятся частыми гостями на мелководье, в том числе в местах для купания. Всего на счету этих созданий более 150 нападений, из них более 30 со смертельным исходом. Полвека назад для спасения туристической индустрии было истреблено почти 5000 акул, но это мало изменило ситуацию. Сегодня их положение стабильно, но интенсивное рыболовство постепенно сокращает популяцию высших хищников, которых уже причислили к видам, близким к уязвимому положению. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!